Здравствуйте, зрители моего канала. В сегодняшнем видео я хочу показать вам фильмы по франшизам «Чужой» и «Хищник», которые есть у меня в коллекции. В сегодняшнем видео будут только те фильмы, которые вышли с русским языком, которые вышли официально в России. Это у нас 6 фильмов про «Чужих». Далее про «Хищников» 4 фильма и также 2 фильма кроссовера «Чужой против хищника». Всего получается 12 фильмов, которые представлены у меня в 6 изданиях. И начать я хочу с «Чужих». Они у меня, первые 4 части представлены в таком вот издании. «Чужой. Антология». Здесь у нас «Чужой», «Чужие», «Чужой 3» и «Чужой 4. Воскрешение». 4 фильма. Здесь видим по одному кадру из каждого фильма сзади. Первый фильм «Чужой» снял режиссер Ридли Скотт. Второй фильм «Чужие» снял режиссер Джеймс Кэмерон. Далее фильм «Чужой 3» снял режиссер Дэвид Финчер. Это первый фильм Дэвида Финчера. И, наконец, четвертую часть «Чужой 4. Воскрешение» снял наименее известный из этих режиссеров режиссер Жан-Пьер Жене. Такое вот издание. Открываем. Здесь оформление достаточно простое. Это издание включает только сами фильмы, без дополнительных дисков, в которые были бы еще дополнительные материалы. Далее у нас первый фильм «Чужой», таким вот оформлением. Далее «Чужие», диск второй. Далее «Чужой 3», третий диск. И, наконец, «Чужое воскрешение», четвертый диск. Такое вот простое издание достаточно, потому что выходили еще издания, в которых были еще дополнительные диски, но у меня только сами фильмы представлены в коллекции, без дополнительных дисков. Такое вот издание. Далее есть пятый фильм, который называется «Прометей», режиссером которого выступил Ридли Скотт, режиссер первой части. В таком амарее. Такое вот оформление накатки диска. Фильм «Прометей». Вышел он уже в 10-х годах. И, наконец, еще один фильм, который также снял Ридли Скотт и который относится к «Чужим». Это у нас «Чужой завет». Это у нас продолжение «Прометея». И видим здесь этого чужого на обложке диска. Здесь тоже никаких внутренних артов, оформление достаточно простое. Фильм «Чужой завет», фильм Ридли Скотта. И также хочу показать, помимо фильмов, у меня есть книга про фильмы Ридли Скотта, и в ней, конечно же, есть главы про те части, которые снял Ридли Скотт. Рассмотрим их. Первый это у нас «Чужой». Фильм 1979 года. Видим дизайн инопланетного корабля. Здесь у нас представлен. Это у нас тот, кто отвечал за дизайн этого фильма. Гигер. Это сама команда, которая снималась в этом фильме. Здесь у нас Джон Хёрд, Вероника Картрайт, Том Скеррит, Яфет Котта, Сигурни Вивер, Гарри Дин Стэнтон и Энн Холм. Такие вот актеры, которые здесь представлены на фотографии. Здесь видим космического жокея. Видим, как Ридли Скотт оценивает снятые кадры. Далее Сигурни Вивер в скафандре. Персонаж Энна Холлома, научный сотрудник, пытается удалить с лицехвата. И здесь видим, как персонаж Джона Хёрта исследует комнату с яйцами. Видим самого Чужого.
Такие вот кадры представлены из фильма «Чужой» в этой книге. Также посмотрим «Прометей». Здесь он, конечно же, тоже есть, потому что это снимал также Ридли Скотт. Здесь видим рекламное изображение корабля «Прометей». Далее кадры с фильма. Видим, как Скотт впервые снимал в 3D, собственные декорации, чтобы обеспечить правильную глубину резкости. Это у нас голографическая карта неба создателей. Далее видим кадры всякие из фильма. Еще кадры из фильма видим. И Прометей закончился. И, наконец, Чужой Завет, который также Ридли Скотт снимал, поэтому он тоже есть в данной книге. Здесь также есть некоторые кадры. Видим Чужого на данном снимке. Видим команду, которая в этом фильме была. Еще кадры из фильма. Это за сценой, что было при съемках данного фильма. Здесь видим неоморфа. Еще кадр. И все. На этом, да, в данной книге все, что было о фильмах из франшизы «Чужой», который снимал Ридли Скотт. И также рассмотрим кадры из фильма «Чужие», который нас снял Джеймс Кэмерон. У меня есть такая вот книжка про фильмы Джеймса Кэмерона. И здесь есть, конечно же, про его фильм «Чужие». Такие вот кадры. Видим Джеймса Кэмерона. Еще кадры из фильма. Видим Сигурни Вивер вместе с Майклом Бином. Еще больше Сигурни Вивер и других актеров из фильма. Далее у нас кадры со съемок фильма. Далее у нас снова кадр. Видим актера Билла Пэкстона здесь. Далее морские пехотинцы устраивают свою первую вылазку на вражескую территорию. Это у нас Чужой из данного фильма. Еще кадры из картины. И последнее это у нас королевская битва. Рибли-погрузчики сражаются с королевой чужих. Вот такой вот есть у меня в книге об этом фильме. В фильме «Чужие» Джеймса Кэмерона. Далее возвращаем сюда. И далее пойдет речь о «Хищниках». У меня «Хищник» представлен в двух изданиях. Первое это такой вот трилогия «Хищника». И у нас представлены 3 части. «Хищник», «Хищник 2» и «Хищники». Трилогия. В первой у нас снимался в главной роли Арнольд Шварценеггер, во второй Дэнни Гловер, а в третьей у нас главный известный актер был Эдриан Броуди в фильме «Хищники». И видим здесь «Хищники» фильм. Далее третья часть «Хищники». И, наконец, картина с Арнольдом Шварценеггером «Просто хищник». Первая картина данной франшизы. Так, сейчас возвращаем диски обратно. Такое вот издание простое. Выходило еще
похожее издание с таким же оформлением, но где каждый диск был в своем амаре, но у меня такое более простое, меньше места занимающее. Далее, следующий, это у нас 4-й фильм, который имеет такое же название, как и 1-й в русском переводе. Это у нас называется «Хищник». Такое вот оформление. Здесь уже больше наполнения всякого. Во-первых, здесь обложка за слипом другая, отличается от того, что на слипе. Далее у нас присутствует внутренний арт с хищником. И есть такой интересный буклет, который не только показывает кадры из фильма, но также у нас буклет с текстом. Здесь достаточно много текста, помимо самих кадров из фильма. Рассказывает о персонаже, который появляется в данном фильме. Дальше о героях-людях, которые здесь были в данном фильме. Дальше о корабле из данного фильма. Такой вот интересный разворот. И охота в данной картине. И данный буклет заканчивается таким вот оформлением. Фильм «Хищник». Так, сейчас закрываем. И, наконец, остался у нас кроссовер, который называется «Чужой против хищника», в котором герои этой франшизы против героев этой франшизы. «Чужой против хищника», здесь две части. «Чужой против хищника» и «Чужой против хищника. Реквием». Издание в слипе вертикальном. Присутствует буклет. Далее присутствуют карточки. Есть внутренний арт с чужим и хищником. Два диска с простым оформлением. Такое вот оформление. И рассмотрим карточки и буклет. Карточки есть, сзади ничего нет. Здесь видим кадры. Из фильма «Чужой против хищники. Реквием». Видим по описанию здесь и ко второй части этого кроссовера. Чужой против хищника. И буклет, в котором рассказывается про обе части. А точнее, «Чужой против хищника». Про первую часть здесь именно. Кадры. Точнее, то, что было за кадром фильма. Далее кадры самого фильма. Также то, что было за кадром. Интересно. Да, здесь в основном то, что было за кадром. Именно кадров самого фильма здесь поменьше будет в данном буклете. Поэтому интересно. Такие вот у нас здесь кадры в данном буклете. И это было последнее, что хотела сегодня показать. У меня получается 12 фильмов про чужих и хищников. 6 фильмов «Чужой», «Чужие», «Чужой 3» и «Чужой 4 воскрешение», «Прометей»,
«Чужой завет». Это у нас 6 фильмов про чужих. Далее 4 фильма про хищника. Это у нас «Хищник», «Хищник 2», «Хищники» и «Хищник» 2017 года. А также 2 кроссовера: «Чужой против хищника» и «Чужие против хищника. Реквием». Такая у меня коллекция. А на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. А на этом все. Пока. Пока.